Всем привет, с вами Дэн, и пришло время поговорить о лучших часах в пилотском стиле. И сегодня подборка в ценовом сегменте до $1000. Давненько не делал такую подборку по пилотам, и думаю, пора сделать. В этой подборке как классика, так и современный дизайн, как механика, так и кварц. В общем, на любой практический вкус, но все, что объединяет эти часы, конечно же, высокое качество исполнения. Ведь пилотские часы — это нечто большее, чем просто хронометраж. Они отражают и богатое наследие авиации, и предлагают точность, долговечность и, конечно же, часто неподвластный времени дизайн. Ну, собственно, почему мы с вами и любим эти пилотские часы. Топ-12, да, 12 часов, которые я отобрал в разных ценовых категориях, но все они дешевле, чем $1000. И здесь важно сказать, что список он в произвольном порядке. Это не значит, что здесь есть топ-1. Но начать я хочу с британского бренда Farrer. У них есть модель Farrer Morgan Pilot в линейке Pilot, там несколько вариаций. И, конечно же, у этой модели сохранены все основные черты классических авиационных часов. В частности, большая заводная головка, шикарная читаемость, контраст. И при этом есть узнаваемый, характерный такой дизайн от Farrer. Размер корпуса 39 мм, внутри механизм Sellita SW200 и цена аккурат $1000. Конечно, в подборке нельзя обойтись без немцев, но, как правило, немецкие производители все-таки стоят подороже, чем $1000, но есть такой более народный производитель Лака из классических, из легендарных, и у него есть несколько линеек пилотских часов, которые вписываются в категорию до $1000, и вот, например, моделька Pilot Basic Aachen 42, да, 42 это в размере 42 мм, можно подобрать размер в диаметре 39 мм. Внутри стоит японский механизм Miyota 821, цена $440 всего-то, как для Лака, и они, конечно же, сделаны в таком традиционном немецком пилотском стиле. Есть немножко современных элементов, но в целом эти часы именно повторяют немецкую классику. Корпус из нержавеющей стали. Можно выбрать с пескоструйной обработкой, можно выбрать с матовой отделкой. В общем, можно подобрать на свой вкус. Из микробрендов, из редких, я подобрал Nodus. Nodus Sector Pilot 2023. Есть версия Phantom Blue с таким интересным очень цветом и оттенками. И у него есть такое интересное сочетание как стиля, так и функциональности. При этом диаметр 39 мм, вполне себе универсальный. Есть день, есть дата и очень интересный ступенчатый, такой многоуровневый, объемный циферблат. При этом минутная разметка наклонная. В современном стиле пилот. Внутри стоит Seiko NH36, цена $475. Еще один микробренд в подборке, тоже очень редкий, Raven, модель Airfield. Такой, знаете, с крутой для пилота водозащитой 200 метров, универсальный корпус 40 мм и дизайн, который интересно очень сочетает классические стрелки-градусники и современную разметку. $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм с автоподзаводом. Hamilton, ну конечно же, без культового бренда, который славен своими милитарными моделями, никуда. И я подобрал одну версию в винтажном стиле. Можно и в современном, конечно же, найти у Hamilton, но интересно в винтажном. С крупными арабскими цифрами, которые напоминают типографику середины 20 века. Минутная дорожка в стиле железной дороги вдоль внешнего циферблата. Ну и здесь, конечно же, очень много такого вот перекличек, да, с легендарными историческими карманными часами Model 23. Модель называется Hamilton Haki Aviation Pilot Pioneer в 38 мм диаметре. Внутри механизм Hamilton H10 с запасом хода 80 часов. Водозащита 100 метров и цена тоже $1000 ровно. Китайцы. Есть у китайцев бренд, который называется Fiat, и который делает специальные часы для китайских космонавтов-тайконавтов.
У Fiat довольно большая линейка пилотских часов. Интересная модель Fiat Aeronautics. Именно из этой линейки китайские космонавты как раз и носят часы. Версия в подборке, кстати, довольно-таки доступная относительно уже космонавтских часов. Она стоит $600 примерно. Механизм на базе Miyota 9120 с усложнениями часы. Диаметр 42 мм. У них есть специальный календарь с метеоритной отделкой, выглядит довольно свежо, необычно и в стиле с остальным браслетом прям весьма и весьма современно. Из российских часов я выбрал штурманский Гагарин Наследие. Конечно же, без них нельзя обойтись в этой подборке, потому что это дань уважения историческому полету Юрия Гагарина в космос. У них, конечно же, прочный корпус из титана, ручной подзавод, механизм полет 2609, который, кстати говоря, по сути это дело повторяет тот самый механизм, который носил Гагарин. Корпус 40 мм и цена, разные есть версии, да, но начинаются они примерно от $350. Булава. Ну, Булава это, конечно же, легенда, да. Булава лунный пилот, это уникальные часы с богатой историей, и Булава переиздает культовую модель, которую носили на Луне в 1971 году. Современная версия, у нее более такой гражданский диаметр часов, 43,5 мм, но при этом понятно, что это культовая, легендарная модель, доступная альтернатива Омеге Speedmaster, кварцевый хронограф внутри стоит, с высокочастотной, и цена всего-то около $300. А теперь вот сразу две подряд модели, которые перегружены, просто имеют перегруженные циферблаты. Это, конечно же, Seiko SNA 411, в народе Flightmaster. Насыщенный пилотский хронограф в современном стиле с перегруженным циферблатом. Они либо нравятся, либо отталкивают, но равнодушными не оставляют никого. Корпус 42 мм, кварц, конечно же, $450 ритейл. И вот и вам еще и 200 метров водозащиты. А, кстати, вращается безель в обе стороны, там есть логарифмическая линейка, она позволяет выполнять разные расчеты, связанные с полетом, такие как расход топлива, время полета. При этом эти часы как раз и предназначены быть практичным инструментом для авиаторов. Следующая модель это Citizen ProMaster Blue Angel Skyhawk AT. У Citizen вообще очень много классных пилотов, но пусть будет именно вот эта версия ProMaster Blue Angels. На механизме Eco Drive с зарядкой от солнца, корпус из нержавеющей стали 46 мм в диаметре. Циферблат, конечно же, перегружен. Есть двойная система показаний, есть дополнительные маленькие экранчики на циферблате. И у часов, конечно же, богатейший функционал, мировое время в 43 городах, вечный календарь, двойное время, будильники, таймер и все остальное. И даже есть еще регулировка времени в 26-часовых поясах. 200 метров водозащиты и цена $800. Glycine Airman 18. Ну, самая узнаваемая модель Glycine, конечно же, Airman, она была представлена в 1953 году, разработана специально для пилотов, путешественников, 24-часовой циферблат и возможность отображения времени в нескольких часовых поясах. Водозащита 200 метров, корпус в этой версии 39 мм, крутой калибр ETA 2983 GMT и цена примерно $650. И еще одна модель в подборке это Буялов дирижабль. Пилотская классика от Дмитрия Буялова, цена чуть больше $200, механизм с ручным заводом Seagull ST3620, запас хода 46 часов и диаметр 43 мм. Такие хорошие, красивые, винтажные часы, которые можно использовать каждый день. Вот такая подборка, такие топ-12 часов. Что еще добавить в подборку и почему? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.